Всем привет! Сегодня у нас первый урок вязания. Вязание для начинающих. И сегодняшний наш урок будет посвящен набору петель и вязанию лицевой и изнаночной петли. Для вязания, как уже нам всем ясно, нам нужны нитки. Вот они бывают разного состава, разной ширины, разной длины, сколько именно ниток находится в мотке, они по весу, по длине и по толщине ниток различаются. На этикетке всегда написано, какие спицы предпочтительнее для данного изделия. Часто на этикетках даже пишется, сколько приблизительно этого материала нужно для среднего свитера. Спицы у нас бывают разные. Значит, спицы различаются по ширине. Ширина спиц измеряется в миллиметрах. Вот это спицы шириной 1 миллиметр, и они называются спицы единичка. Вот толстые спицы 10 миллиметров и 12 миллиметров, 12-ка и десятка. И вот на спицах обычно написано размер спицы, это ее ширина, вот ширина в миллиметрах. Спицы бывают обычные и спицы с леской. Спицы с леской тоже имеют разную ширину и разную длину лески. Обычно, когда вы покупаете спицы, это написано на упаковке. Эти спицы служат для кругового вязания таких изделий, как, например, шапка, шарф-снуд и тому подобное. Или когда наше изделие достаточно длинное, как, например, детское одеяло, и его неудобно вязать на таких коротких спицах, а удобнее вязать на длинной леске. Также есть еще так называемые спицы для носков или для чулочной вязки. Это 4 спицы рабочие, которые держат изделие, и 1 спица, которая служит для вязания. Это тоже вязание в круговую. Итак, приступаем к нашему первому пункту. Набор петель. Берем ниточку. Зажимаем ее вот таким образом. Вот таким образом мы зажимаем ниточку. Заводим сюда наши спицы. Вывели так, 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 так. И затянули. И у нас сразу есть 2 петли. Это очень удобный трюк. Я всегда им пользуюсь. Таким образом, если мы повторим эти движения, у нас сразу будет 2 петли. Кромочная и первая. Дальше набираем по 1 петле. Значит, вот так мы держим тут нитки. Заводим сюда. Выводим петельку вот отсюда и затягиваем. Еще раз. Заводим сюда. Выводим отсюда и затягиваем. Вот. Сюда. Выводим отсюда и затягиваем. В комментарии я поставлю ссылку на письменную схему этого набора петель, чтобы вы могли потренироваться. Есть еще один способ набора петель, более простой. Берем 1 ниточку, вот так вот ее делаем, вот такую вот петельку, так ее поворачиваем, делаем петельку, заводим сюда спицы и затянули. Следующая. Раз,
сделали такую петельку воздушную, зашли отсюда и затянули. Сделали воздушную петельку, зашли отсюда и затянули. Часто рукодельницы используют одну спицу для набора петель. Я обычно использую 2 спицы и покажу вам почему. Итак, переходим к следующему пункту нашего занятия – лицевые и изнаночные петли. Вот здесь я уже набрала 12 петель. Значит, лицевой ряд вашего изделия, лицо вашего изделия или лицевой ряд может быть как с этой стороны, так и с этой стороны. Как вы видите, и одна, и вторая сторона по набору петель край смотрится симпатично. То есть выбор на вам, какой вам больше нравится. Вот тут у меня 2 спицы, я вытаскиваю одну петлю, и мы видим, как первый ряд петельки лежат более свободно. Значит, здесь мне удобно будет вводить спицу в каждую петлю. Первая петля называется кромочная. Она всегда является краем вашего вязания или формирует непосредственно край, или служит для того, чтобы потом, используя эти кромочные петли, сшивать изделие. Здесь кромочную петлю мы снимаем. Лицевая петля, смотрите внимательно. Вводим спицу в петлю и вывязываем нитку сзади этой спицы. Вот так выглядит наша лицевая петля. Вводим, вытягиваем, вводим, вытягиваем, вводим, вытягиваем. Вот так выглядят лицевые петли. Вытягиваем, вводим, вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Если вы хотите, чтобы вязание было более плотное, то вытягивайте совсем небольшую петлю. Если вы хотите, чтобы вязание было изделие более свободное, можно петлю вытянуть чуть-чуть побольше. Вот таким образом. Значит, задняя петля – это и есть наша кромочная петля, о которой я уже говорила. Ее можно провязать как лицевой, так и изнаночной. В дальнейших уроках я покажу вам, в чем разница. Значит, сейчас мы ее провязываем, опять же, лицевой. Провяжем ее лицевой. Так. Вот наш первый лицевой ряд. Вот смотрите, петельки какие получились. Ровненькие, аккуратненькие. Переворачиваем спицу. И тут мы видим, что те петли, которые там у нас были лицевые, здесь они являются изнаночными. Вот как они выглядят. Берем, снимаем опять же первую петлю кромочную и заводим спицу как бы за переднюю стенку. 1, 2, 3, 4. Вот они, наши изнаночные петельки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последнюю петлю, как мы сказали, решили мы ее провязывать лицевой. Вот он, наш образец.
С этой стороны все петли изнаночные, с этой стороны все петли лицевые. Соответственно, это у нас лицевая гладь, это изнаночная гладь. Очень часто это используется при вязании таких простых изделий, как, например, вот эта шапка. Эта шапка связана именно лицевой гладью, которая с изнаночной стороны является изнаночной гладью. Но в то же время, как вам больше нравится, может быть лицевая сторона и это с изнаночной гладью, тогда ваша шапочка будет выглядеть вот так. Вот так. Или, если вы предпочитаете лицевую гладь на лицевую сторону, то она будет выглядеть вот так. Потренируйтесь, сделайте набор петель самостоятельно, провяжите лицевые и изнаночные петли, и в следующем уроке мы будем рассматривать простые узоры комбинации лицевых и изнаночных петель. Ставьте лайк, подписывайтесь, и вы узнаете много интересного.